Ребята, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня у нас будет обзор на героя из призыва драгоценной жилы. Это герой, нет, не этот, это Фидон, это красная четверка. Неожиданно для меня, я на четверке обзора не делаю, как правило, ну, это вроде интересный чувак мне показался. Когда я его поймал, то сначала даже не понял, что это не пятерка. А когда еще увидел, какие там шансы на поимку этих героев с этого ивента, я вообще немножко выпал. И подумал, что, ну, наверное, что-то стоящее, что-то прикольное. Хотя вот этот чувак соседний, который мне тоже попался, он немножко меня расстроил. Ну, ладно, давайте разбираться. Поймал, да поймал, немножечко поиграл им. Какое-то мнение уже могу сказать. Значит, Фидон это змеиный скелет, нарисован, короче, реально парашно. Не знаю, это сэкономили, не знаю, за бутылку минералки, походу, работал этот графический дизайнер. Ну, это не суть важно, главное, как сам герой по себе. Начнем с того, что у него очень хороший класс, один из лучших классов в игре Cleric Myrtine, Domain Arcane. Как говорится, ему этот класс очень и очень подходит. По семье, если вы не разбирались, то ну, это будет сложно сказать в двух словах. Ну, да, есть семья драгоценный авангард. Когда эти герои с этой семьи улетят, то у них есть шанс создать на поле камешек. Этот зачарованный камешек, их специальный, который будет иметь определенный цвет, там, какой герой у вас в команде есть, и иметь определенное умение, которое будет даваться вашему герою после того, как вы соберете эти камни. Ну, это очень вкратце, и кто захочет, тот почитает, разберется. Собственно, у Фидона есть усиление эффекта целебного камня. То есть, этот герой, когда использует свой ультимейт, он всегда создает камень, который при его сборке на доске дает при следующем использовании Фидона ультимейта своего еще дополнительный отхил. Отхил на 20% увеличивается. Если изначально этот отхил составляет, вот видите, 15% здоровья и снимает статусные недуги со всех союзников, то конкретного Фидона он будет поднимать здоровье на 30%. Потому что вот этот плюс 20, это работает именно вот так. Едем дальше. По статам 592 атака, 688 защита и 1200 хп. ХП достаточно много, как для четверки современной. Атаки очень-очень мало, как для четверки современной. Атака вообще на уровне троек там каких-то. Ну, я когда посмотрел на эти статы, подумал, что это чувак чисто саппортящий, чисто там в команду обороны, наверное, да, что-то типа такого. В целом оно так и есть. Ну, атаки очень мало, и на самом деле это немножечко расходится в идее с его ультимейтом, наверное. Ну, давайте, собственно, к самому ультимейту перейдем. Называется он «Танец костей». Самое главное, наверное, для меня разочаровашка — это то, что средняя скорость маны. Вот, потому что в этом призыве, наверное, всего лишь парочку героев есть с высоким набором маны. И это очень-очень бедово в наше время. Ну да ладно, поехали разберемся, что за ульта. Превращает одну случайную огненную руну в лечебный камень. То есть, ну, у нас красный герой, он создаст, значит, при использовании ульты один красный камень. Лечебный, стоит заметить. Лечебный, который будет давать нам 15% от хила, когда мы его соберем и используем ультимейт в следующий раз. Призывает миньона Клык для каждого союзника. Миньон наследует 15% атаки, 15% хпшечки от статов самого Фидона. И каждый раз, когда миньон атакует, он наносит 60 урона ядом цели в течение 2 ходов. То есть, когда мы навешиваем на себя миньончиков, они там работают примерно как у кого там, у Мориган, да, навешивают эти кровотечения такие небольшие, по 30 за ход. Немного, но в целом, типа на четверках это, ну окей, пойдет. Сами миньоны не особо жирные, потому что 15% не так уж и много. Ну окей, давайте едем дальше. Если владелец миньона Клыка получает благословение самоцвета, то есть или благословение силовой атаки, или благословение исцеления, как в нашем случае, или благословение ослабления по мане, то миньоны Клыки будут заменены костяными змеями уже, которые наследуют 25% атаки и 25% максимального здоровья. И каждый раз, когда эти
миньоны, новые костяные змеи, атакуют, они наносят уже 120 урона от кровотечения в течение 2 ходов. Важно, ребят, от кровотечения. Это разные доты, там яд, здесь кровотечение. И, собственно, последний пункт ультимейта. Все союзники получают плюс 40% защиты против льда на 4 хода. И важно отметить, что при повышении нашего уровня ультимейта у нас меняется единственный параметр. Это, собственно, вот эта защита против льда. Больше ничего при повышении ульты не меняется. Значит, что я хочу сказать. Куда гнал бы я по эмкам этого героя? Я бы его гнал, естественно, в броню и в хитпоинты. Несмотря на то, что эти миньончики его забирает какой-то там процент атаки и макс хп, все-таки этому герою нужно жить. А миньоны, вот их тычки с руки, они насколько мизерные, что проще сделать так, чтобы сам герой дольше жил и рожал эти миньоны. Вся суть миньонов как раз заключается в том, чтобы они наносили вот этот дот постоянный. И что я хочу сказать по поводу этих миньонов. Вот мы должны понимать, что клыки у нас будут всегда, и в 90% случаев мы будем иметь как раз таки на себе миньонов клыков, этих хиленьких таких с небольшим дотом. Чтобы получить миньона вот этого змею, эту костяную, уже, да, или как она там называется, то нам нужно сначала зарядить Фидона, ультануть, потом зарядить его еще раз, при этом желательно, конечно же, получить благословение самоцвета, то есть собрать тот камень, который мы сами создали. А эти камни, напоминаю, они там живут на поле 5 ходов, грубо говоря. То есть нам нужно среднего героя зарядить, использовать ультимейт, потом зарядить его еще раз, именно через этот камень, использовать еще раз ультимейт, и только после этого мы получим на наших союзниках миньоны клыки по 2 штучки, а на конкретно Фидоне будет, соответственно, 2 костяные змеи. То есть вы понимаете, что Фидон рождает только красные руны. И получить вот эти миньоны мощные мы сможем только на красных героев. Или же, если нам фартанет, сработает семья, это драгоценного авангарда, и при использовании ульты еще рандомно создаться какой-то камень другого цвета. В таком случае мы сможем также заряжать и собирать камни других цветов, и герои тех цветов, которые зачарованные камни есть на поле, при их сборке, они также будут получать этого усиленного миньона. Но самое печальное в этом всем то, что герой средний, и как я помню вот ситуацию с Штайном в моем обзоре, как я его тестировал, я почему им не играю, потому что его один раз зарядить можно, второй раз зарядить уже почти нереально. Точно так же и с этим Фидоном. И мы его один раз заряжаем, это круто, но второй раз его зарядить, это нужно какой-то фарт в быстрых боях современных, или под разгоном маны там как-то себе поляны подгонять, подготавливать. Никак иначе. Чтобы получить вот этих миньонов, короче, мощных, это нужно очень сильно запотеть, и далеко не факт, что у вас вообще это получится. Поэтому вот думайте. И сейчас давайте мы, наверное, по-быстрому уж я вам покажу, как работает этот чувак. Да, на высоком я его очень-очень чуть-чуть подкачал, прям совсем-совсем малость, чтобы он прям буквально с тычек не разваливался. Тычек от ботов, конечно, вот такой вот Фидон. Нормально пойдет. Кстати, учитывайте, что вам нужно будет всегда, почти всегда 10 камней, потому что это 4. На 4 поставить артефакт 5-очный нельзя. И у вас единственный шанс его зарядить как-то там с 9 камней будет, это только если вы поставите вот на восстановление артефакт, сделаете 9 камней, и потом еще там полбоя будете просто делать ходы, и он там сам по себе зарядится. Короче, это на самом деле тоже очень и очень такая мутная тема. Ладно, давайте пойдем просто посмотрим, как работает его ульта. Ничего в ней такого необычного нет, ну, еще и камней нет, поэтому давайте сразу. Заряжаем нашего бойца, используем ультимейт. Ультимейт просто максимально никакой, 0 анимаций, он просто вешает на нас клыки, которые имеют, ну, сейчас по 127 хп. Да, когда мы его прокачаем на эмке, он будет немножечко жирнее, и
немножко жирнее будут и миньоны. Особенно жирными, как для четверок, будут миньоны эти усиленные. Но сейчас сложилось чудо. Рандом благословился, и мы получили еще синий камень, поэтому мы сразу синий используем. Вот, видите, у нас сейчас уже есть один, блин, ну сложно показать этого миньона, но видите, да, миньон на синем дракончике у нас поменялся. Это очень круто, это хорошо. Теперь нам нужно еще желательно собрать красный, для того, чтобы все-таки проверить. Вот, мы его сейчас, слава богу, соберем. Обращаем внимание, что на вражеских бойцах есть два дота. Вот. Один дот это как раз таки от этих клыков, который меньше. Второй дот это тот, который уже наш дракончик навесил. Сейчас у нас будет два таких миньона, видите, поменялись. Теперь у нас будет доты идти и тот, и другой. Соответственно, если у нас все миньоны будут одного типа, то и дот будет идти только какой-то один определенный. Поэтому есть, наверное, какой-то даже смысл, типа, играть этим героем в разноцветных командах, чтобы миньоны были разного цвета и наносили разный урон. Ну, собственно, вот такие миньоны. Теперь нам нужно зарядить наших героев. Там, ну да, например, вот дракона заряжаем, используем его ультимейт, и у нас сейчас сработает замедло по мане. Мы здесь этого не увидим, но оно сработает. Точно так же, если мы сейчас зарядим Фидона, он навешает еще, он даст, во-первых, отхил, это очень важно. Во-вторых, он навешивает еще миньонов. Давайте посмотрим. Подлечил на 184, навесил еще миньонов. И теперь нужно опять, смотрите, опять нужно нам собрать красный камень для того, чтобы на красного героя поменять миньона на трушного. Ну, слава богу, у нас здесь кристалл есть. Вообще удивительное дело. Мы сейчас его взорвем, а даже не будем взрывать. Мы вот так его соберем. Вот, видите, у нас теперь еще появился один миньон. И получается, что вот так оно и работает. Мы сначала заряжаем нашего героя, потом мы его используем, потом, когда собираем камни благословений этих, у нас появляются новые миньоны, они более жирные, наносят там плюс-минус небольшой дот, но хороший, как для четверок. Ну и, соответственно, так продолжать по кругу. Но самое главное разочарование для меня, это, конечно, то, что почти все герои с этого призыва, они средние. В наших реалиях заряжать средних героев, потом использовать их и потом заряжать еще раз, это слишком сложно. Поэтому, ребят, чисто по оценке я бы ему поставил, наверное, знаете, 6 из 5 из 10, там, максимум 7 из 10. Этот герой очень хорошо подойдет, я думаю, новичкам. Для там старожилов он не такой вообще интересный, даже для меня. Я его, наверное, я его точно прокачаю для коллекции. И где его все-таки можно использовать? Если вы новичок, то его можно использовать в оборонах. Даже, я бы сказал, что можно использовать на войне, если вы играете прям тройками, четверками, в центре обороны он пойдет. В атаку он тоже пойдет как, собственно, саппорт. У него очень хорошие эмки, поэтому больше всего вероятность его увидеть именно в оборонах. Классно пойдет на туриках в центре обороны, классно пойдет на туриках с быстрой маной. Опять-таки у него очень хороший класс, который круто работает, сопротивляется всяким блокировкам. Поэтому лично для себя я его вижу только в турнирах, в командах защиты. Для ребят, которые только начинают свой путь в пазлах, то герой на самом деле на 7 нужно только постоянно держать в голове, что он не хилер, он будет хилить только тогда, когда соберет свой заряженный этот камень. И то, что он заряжается с 10 камней, это очень много. Ребят, 10 камней это чертовски много. Зарядить его один раз будет сложно, зарядить его второй раз, чтобы повесить на себя крутых миньонов, будет еще сложнее. При всем при этом мы должны помнить еще раз, что миньоны усиленные будут появляться только на героях того цвета, какого цвета камни зачарованные есть на поле. Только если мы соберем, допустим, синий усиленный камень, на синем герое будет усиленный миньон. И они не добавляются вторыми миньонами, они заменяют первых миньонов, которые уже есть, то есть клыков. Собственно, думаю, здесь плюс-минус понятно. Очень-очень противоречивый герой, как и
блин, большинство из тех, которые есть в этом призыве. Я не понимаю, почему этот призыв такой дорогой. Механика вроде интересная, но она немножко не вяжется с концепцией современных быстрых тапков в этой игре. Поэтому, ну, опять-таки, если вы игрок не новый, уже прожженный, закаленный опытом, то для вас этот герой будет чисто для коллекции, для туриков. Это 6,5 из 10. Если вы новичок, то это хорошая семерочка. И, в принципе, герой достоин того, чтобы его прокачивать и играть им. Даже в центре защиты на войне с клириком Миртайн он что-то да постоит. Вот, на этом все, ребят. Желаю вам успехов в поимке героев на этом призыве. Почти процент как на драконах. На это буду прощаться. Всем всего хорошего, будьте здоровы, всем удачи, пока.